Первое тело Ван Линя. Древний бог двух звезд. Ван Линь специально создал два тела, чтобы справиться с ограничением предела. Одно из них находилось на уровне древнего бога, а второе на уровне обожествления. Давайте подробнее разберемся, что они из себя представляют. В первую очередь нужно понять, что в этом мире означает душа, духовное сознание и прочее. Душа – это носитель информации, духовное сознание может перерождаться во что угодно, а когда выходит для перерождения из сансары, начинает с абсолютно чистым сознанием. Тело без души или духовного сознания – это мертвое тело, оно начинает увядать, поэтому практикам нельзя надолго оставлять свое тело во время медитаций. Именно поэтому, когда Ван Линь постигал концепцию жизни и смерти, старец в звездном пространстве предостерег Ван Линя, что не стоит обрекать себя на гибель, и вернул обратно в его тело. Когда Ван Линя убили и он попал в мир пустоты, он оказался среди блуждающих душ. Пространство пустоты не связано с реальным миром, поэтому души умерших не могут попадать в круг перерождения сансары. Душа с сознанием называется духовное сознание. Душа Ван Линя была обычной, если бы не сфера небес, его сразу же поглотили бы остальные блуждающие души. Сфера начала поглощать души, а часть из них доставалась душе Ван Линя. Таким образом, спустя некоторое время душа Ван Линя снова обрела сознание и память, и тем самым снова стала духовным сознанием. После того, как на Ван Линя наложили ограничения в виде силы предела, он нашел, как он думал, один метод для обхода этой проблемы. Он решил путем создания аватара достичь уровня зарождения духа или зародыша. Ван Линь отделил часть духовного сознания и создал новое тело. В аватаре находилась душа, а не духовное сознание. Ван Линь планировал, когда аватар достигнет пика создания ядра, через него прорваться на следующий уровень путем слияния основного тела и аватара, но во время процесса он потерпел неудачу. Основное тело так и не смогло прорваться на следующий уровень, но в отличие от него аватар смог бы это сделать. Хотите смотреть любимые аниме в отличном качестве? Загляните на Каноха ТВ. Здесь все новинки аниме, быстрая загрузка и удобный интерфейс. Ссылочка в закрепленном комментарии. Проблема была в том, что сила предела не могла существовать в теле аватара, если достигнет уровня зародыша. Сила предела просто уничтожила бы второе тело. Когда Ван Линь понял, что его основное тело так и не сможет прорваться на следующий уровень, он придумал интересную идею. Для прорыва нужно создать духовное тело для своего духовного сознания. Но так как для него это было невозможно, он повысил уровень аватара до зародыша. И вместо того, чтобы создать духовное тело в ядре, Ван Линь туда поместил аватара, который достиг уровень зарождения духа, тем самым имитируя зародыш. Основное тело получило силу зарождения духа от аватара, как он и планировал, и вместе с этим мог даже пользоваться силой предела. Но это был не настоящий уровень зародыша, поэтому основное тело не могло бы совершенствоваться дальше по уровню. После этого Ван Линь отодвинул основное тело на второй план и начал совершенствоваться через аватара. Спустя некоторое время, когда аватар достиг последней стадии зародыша, Ван Линь решил избавиться от силы предела, чтобы она не помешала во время перехода на уровень формирования духа или обожествления. Но без силы предела основное тело осталось бы на уровне ядра. Таким образом, основное тело стало бы мешать дальнейшей культивации. Согласитесь, трудная ситуация. Но у Ван Линя был и другой путь для основного тела – это путь совершенствования древних богов. Так как основное тело являлось телом древнего бога, оно обладало всеми свойствами древних. Но если Ван Линь пойдет путем древних, это займет очень долгое время, и тело аватара стало бы просто бессмысленной вещью, и все его старания пропали бы просто так. Поэтому Ван Линь решил пойти на серьезный шаг, он решил разделить свое духовное сознание на две части. Ван Линь, который раньше контролировал два тела одним сознанием, теперь становится двумя самостоятельными Ван Линями, которые могут принимать решения независимо друг от друга. Один уходит совершенствоваться как древний бог, а второй идет по пути бессмертных, чтобы потом снова воссоединиться и стать сильнее. Так выходит, это два совершенно разных Ван Линя? Не совсем, их сознания не являются полностью независимыми. Основное духовное сознание Ван Линя влияет на второе. Если одна душа будет чувствовать боль, другая тоже это почувствует. Жизнь второго Ван Линя, идущего по пути бессмертных, зависит от жизни первого Ван Линя, практикующий путь древних богов. Чтобы если клон умрет, не умер сам Ван Линь, основное сознание он оставил в теле древнего бога.
Другими словами, пока основное тело и душа Ван Линя живы, второй Ван Линь в безопасности. Поэтому можно сделать вывод, что основное тело Ван Линя – это древний бог, и здесь его основная часть сознания. А тело Ван Линя-культиватора – это вторая частичка сознания. Сейчас в сериях мы видим приключения его второго тела. Это одна из важных частей сюжета, отражающая его стремление достичь бессмертия и силы. Такова суть создания двух тел – тело бессмертного – это путь, которым Ван Линь стремится пройти, чтобы достичь бессмертия. Он идет по этому пути, используя культивацию и различные процессы, чтобы развивать свои силы и преодолевать ограничения смертного тела. А вот тело древнего бога. Это альтернативный путь, который Ван Линь также выбирает. Этот путь связан с древними силами и богами, представляющими собой не просто бессмертие, но и поглощение божественной силы. Это путь трансформации, который предполагает взаимодействие с высшими существами и божественными энергиями. Почему два тела? Главный герой создает два тела, чтобы сочетать преимущества обоих путей. Путь бессмертного позволяет ему стать почти неуязвимым и могущественным, в то время как путь древних богов дает ему доступ к более могущественным и мистическим силам, которые нельзя получить, следуя только одному пути. Это позволяет Ван Лину быть гибким и приспосабливаться к различным угрозам, с которыми он сталкивается на своем пути. Эта концепция двух путей и двух тел в противостоянии святого усиливает тематику борьбы за могущество и самопознание, а также представляет интересную философскую дилемму о том, как далеко можно зайти в поисках силы. Вот такая интересная информация о двух телах Ван Линя. Сейчас мы наблюдаем события его второго тела. Однако не менее интересно, что же будет с его основным телом, древнего бога. Наверное, тоже рассмотрим это в будущих видео. Как всегда, большая благодарность друзьям за помощь в материале. Если кто-то из вас читал различные новеллы по другим Дунхуа и также хочет помочь, то буду очень рад. Так вы действительно поможете с выходом интересных роликов. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, какое бы вы выбрали тело, путь древних богов или путь Дао. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.